психологические круги ада, которые меня могли давить. Я уже знаю их, и мне уже было все равно. Я не знаю ни одного человека, кто бы в мире так сильнее давил, чем мой тренер, либо я сам. Я знаю, сколько мне надо ударов сделать на каждом четвертаке. Многие из спортсменов так не могут, они не выдерживают этого, ну, психологически. А я настолько вот там, поэтому, может, еще результат есть. Я там столько ел, я там просто люди вот так вот смотрят, как я столько съедаю, а я все равно худею. Да, потерял. Где-то хотелось, хотелось. Мечтала где-то об этом, мечтал. Не было дня, когда я не хотел бы просто вернуться поплавать. А сейчас у меня цель. Я хочу, чтобы у меня девушка одевалась красиво, хорошо кушала, там, не отказывалась ни в чем. Там, я купил и то, третье, четвертое, пятое, я там себе купил. Когда были готовы, оказались не готовы к тому, что мы готовы. Вот так вот. Да, я всегда хотел большего, чем я хотел всегда быть самым быстрым в мире. Поэтому это всегда было больше даже, чем Олимпийские игры. Олимпийские игры не говорят, что ты самый быстрый. Олимпийские игры говорят, на какой-то дистанции самый быстрый. Все. А что говорит, что самый быстрый тогда? Проплыть быстрее всех, наверное, поднять самую высокую скорость, не знаю, много вариантов. То есть у вас эти амбиции были всегда с детства? Да, А вот ваш тренер Андрей Шишин, правильно понимаю? Вы говорите, что он у вас... Андрей Геннадьевич Шишин. Да, Андрей Геннадьевич. А расскажите про ваше знакомство с ним, как оно произошло, как на вас повлиял ваш тренер? Не знаю, на Троицке был, мне было 8 лет, первое знакомство. Тренировал, был. Для меня тогда по детству он просто был классный, хороший тренер. Но меня куда-то забрали, перевели в какую-то группу. Потом он уехал, я плавал в Новотроицке уже с женщиной, со своим тренером, с Ольгой Анатольевной Андреевой. Тоже с ней прекрасные результаты показывал. Прям прогрессировал сильно очень. Причем на всем. От полторашки до 200 комплекса просто подряд все плыл. 100 бат, 200 бат. Вообще подряд. 200 спина, 100 спина, все плыл. 200 кроль, 100 кроль. 400, 800, 1500. Потом приехал в Московскую область, плавал уже в Московской области. 3 года не мог поплыть первый взрослый. После этого уже снова встретился с Андреем Геннадьевичем, и Андрей Геннадьевич сказал маме, не хочу ли я переехать. Ну вот, так переехали, видно, и начал тренироваться. Впечатления, ну как, сложно сказать, какие впечатления были. Для меня он был, наверное, типа что-то бога. Потому что как только я к нему перешел, через месяц я просто стал, через месяц я был первый взрослый. Причем на всех дистанциях, которые я просто мог плыть. Ну, а потом мы уже просто тренировались, и я просто беспрекословно выполнял все, что он говорит, и так получился результат. Естественно, потом я стал уже взрослеть, где-то какие-то моменты были, там я спорить где-то начинал, но со возрастом споры ушли, скорее пришло где-то понимание, где-то скорее пришли предложения, нежели чем вот это я не хочу плыть там. Ну, у меня и в принципе не было, что вот это не хочу плыть, я все равно всегда выполнял, что он говорит. А, Просто потом я научился говорить, и все. Поэтому у нас с тренером прям не было каких-то прям конфликтов. Ну вот то, про что вы рассказываете, про споры, ну, скажем так, это бунт, который, наверное, проходит и каждый человек в своей жизни в подростковый период. Ну, наверное, в спорте люди тоже проходят. Вот расскажите, Ну как у да, вас это наверное, скорее проходило? всего так. У меня-то больше было непонимание где-то, но а, я спрашивал. Мне повезло, что я додумался спрашивать. Мне объясняли. У тренера спрашивали. Ну да. Просто не все тренера готовы отвечать. Далеко не все. А вы как-то в одном из интервью сказали, что Андрей Геннадьевич заменил вам отца. В чем это выражалось и как это проявлялось? Да легко. Я почти все моменты поведения жизни, наверное, скопировал.
тренеру. Я не знаю, как это объяснить по-другому. У меня с 10 лет нет отца, поэтому для меня это было, ну, как бы в моей жизни это был один, ну, тот мужчина, который заменил мне отца, потому что, в принципе, мне не на кого было больше смотреть. В моем общении больше не было никого. Какие черты вот цените в вашем тренере больше всего? И как в тренере, и как в мужчине, как в человеке? А, Целеустремленность, амбиции, желание и выполнение своих ну, действий, обещаний. То есть человек, если он говорит, он делает. Если он хочет, он это делает. Если ему что-то надо, он, ну, как бы найдет. Его ум, его умение видеть на несколько ходов вперед, его умение просчитывать, его умение предсказывать. Там много, очень много вариантов, чему я учился. Конечно, и так повезло, что я взял некоторые плохие качества, но оно мне относительно тоже нравится. Это качество, как бы сказать, раньше временная, так сказать, паника, предостережение очень сильное, но оно, оно вроде как мешало эмоционально, но где-то наоборот из-за того, что типа я говорю, да нет, я сделаю наоборот, я докажу, что будет лучше, иногда помогало. А паника, она выражалась перед стартом, перед Да нет, там тренингом не или то, что как? паника. Паника не, там выражалась моментами, что когда работа какая-то не выполняется, не заходит, тренер начинал очень сильно переживать, что он что-то не так сделал. Естественно, это эмоционально сказывалось и, то есть, на нас, потому что я тоже начинал думать, как он, и начинал тоже переживать, что да, я ничего не делаю, сейчас вообще ничего не получится. Ну, как-то что-то получалось. Вы самокритичный человек? Да, как раз таки это один из топ качеств, которое я забрал у тренера. В чем это выражается? Все просто. Если что-то происходит, в этом виноват только я и никто больше. Долго себя заедите, если вдруг проиграли, показали не тот результат? Да, достаточно могу долго. Если вспоминать ваши старты и вот процесс самокопания, скажем так, какой из стартов, какой из результатов вас, скажем так, задел и не устроил больше всего и 2016 год, Рио? да. Мгм. Ну, самое простое, это я был готов уже тогда выигрывать. То есть в 2016 году я проплыл, ну вот сейчас я пробовал 1,53, тоже очень плохо, выиграл, ну, как бы, что тогда сейчас я проплыл не очень. Просто ребята тоже были не совсем хорошо готовы на 200, про сотню, в принципе, результаты относительно такие же, как и были в Рио 16, там единственное, по-моему, Райан проплыл побыстрее на 0,02 в финале. Ну, чем я сейчас, но как бы сейчас он плывет хуже. Но, естественно, у меня получилось просто. Если бы я, наверное, сразу был бы готов и не ошибся технически, то, наверное, я бы проплыл не 1,51,98, а 1,51,8, грубо говоря, под рекорд мира, либо чуть быстрее. Ну, это все относительно, это если. Э, Но на 200 спине меня прям уже не хватило сейчас, после 200 кроля, то есть прям третья реализация уже тяжело пошла. Плюс там накладка после 100 спины произошла очень сильная. То есть, что я на следующий день снова максимально реализовывался, меня еще не отпустила сотня. А на 200 на Олимпиаде в 16-м, ну, я просто испугался. Там тоже был момент, то, что со мной тренер решил поговорить перед 200. А, ну, как бы, для меня были все слова его важны, и я зашел в точку невозврата по эмоциям. А что это было за точка? Как это Я происходило? боялся проиграть, а не выиграть. Я просто боялся, что я выйду, мне нельзя вот это делать, потому что я из-за этого проиграю, мне нельзя то делать, я из-за этого проиграю, мне нельзя думать об этом. Ну, то есть у меня была максимальная точка, когда я поставил себе крест. Просто. Ну, я не знаю, как это объяснить в психологии, я не ну, я ее читал, я разбираюсь, но я не тот человек, который это может грамотно, красиво сказать. Я не психолог, который 10 лет она 20 лет на это потратит, точнее, всю жизнь на это тратит, чтобы понимать, потому что они вроде все изучают, а хоба еще что-то находят. Ну, это очень много моментов, потому что потому что еще не для кого-то, я еще просто для себя все, как и вот и с мышцами, и со всем, потому что далеко не все спортсмены в этом разбираются, ну и не всем это надо.
Кому-то с этим проще, кому-то это не надо забивать информацией голову, кому-то как мне надо. И чтобы я понимал, что мне делать, чтобы я 100 и 200 плыть мог. А тогда просто первый раз, потому что первая Олимпиада, когда были готовы, оказались не готовы к тому, что мы готовы. Вот так вот. Как долго корили себя за это? До сих пор. Не пересматривали игры? Пересматривал. Отвратительно. Вообще не нравится. А вы нравитесь хоть в каких-то заплывах себе, кроме Рио, 100 спина. Вот это была. Вот это нравилось. Токио? А, Потому что тот настрой, который там был, вот, но он и был, в принципе, и на 200 спине, тоже такое же, но на 200 уже не хватило. Потому что 150 я шел, ну ладно, я не шел на рекорд мира, но я шел на 1,50, там 2 где-то на 1,52,5. А когда последний полтинник, я просто толкаюсь, и у меня организм просто вот так вот, шух, мне там ноги просто все парализует в момент, то есть меня просто выключает. Это прям было вообще больно очень. И то я смог вылезти из этого в конце. Последние 15, когда улечься, я снова поплыл. это вот в Токио было Да, 200. 200. Ну, там видно, он мертвый меня жрал, а потом я хоп, вылез и уплыл последние 15. Ну, просто на бойцовских моментах пошел. Ну, я был готов психологически, я знал, как с собой справляться. Просто это был новый момент в жизни, когда м, я знаю, как справляться с мышцами, когда меня окисляет по ходу. Но справляться, когда тебя окисляет резко, ну, мне кажется, ни один человек это не научится. Ну, может, научиться, но я тоже могу научиться, но это надо испытывать почаще. А я это испытал в первый раз в жизни. Потому что так меня не окисляло никогда. Меня окисляло, как правило, по ходу дистанции. А это меня окислило после 150 ровно. То есть я толкнулся, и боль пришла мгновенно. То есть, если бы она приходила плавно бы, я бы справился бы. Но она пришла мгновенно просто. Даже вот по ходу сотни мне боль приходила постепенно. А это мне пришло просто вот резко. Когда ты там, грубо говоря, сидишь на чем-то сконцентрирован, а тебе хоп, молотком по руке ударили, и ты не понял, что поначалу происходит, у тебя просто боль одна, и ты не можешь с ней справиться. Вот что-то типа этого, наверное. Ну, вы же, получается, все равно как-то очень быстро приняли решение, что А нужно там сделать. другого и не было. Как это? У меня был выбор либо быть съеденным, либо съесть. Ну, я выбрал съесть. Я не хотел быть съеденным. Я видел противника, я видел ситуацию, я никак не хотел ее отдавать. Но то, что у вас уже была медаль, это, наверное, тоже как-то. Мне вообще пофигу было. Никак не давило. Я уже прошел через все психологические круги ада, которые на меня могли давить. Я уже знаю их, и мне уже было все равно. Как у меня, по-моему, Дмитрий Губерниев спросил, что делать после того, как на тебя все смотрят и ждут вторую медаль. Я говорю, выйти и плыть. Все. Тебе больше ничего не требуется. Как бы да, вроде давление, а вроде, если подумать, ну а что? Раньше не было такого, было. Какая разница? Было, что и раньше ждали медали, вы имеете Ну, в виду? конечно, в 19 году на мире ждали же. В 17-м не ждали. Ну, окей, 18-19 все ждали. После того, как я взял первый раз золото, все всегда ждут от меня золото, всегда будут ждать. Вот и все. А какие психологические круги ада вы еще проходите? Помимо того, что есть давление, ожидание от вас медали. Нет, не сильнее давления, чем я сам. Поэтому я их все прошел. Никто в мире не сможет на тебя надавить сильнее, чем я, либо мой тренер. Никто. Я не знаю ни одного человека, кто бы в мире так сильнее давил, чем мой тренер, либо я сам. Кто вот может быть, мой тренер сильнее может надавить, чем я, но и то вряд ли, потому что он просто начинает давить, а я начинаю додавливать. Поэтому я не пожелаю никому это испытывать. Ну, а что конкретно-то как-то в Это не словах объяснишь. или. Это не объяснишь. Я могу сравнить это. Считайте, что вы между тектоническими плитами. Каждая эта плита это весит больше, чем Солнце. Если вас с двух разных сторон давит. С одной стороны тренер, с другой стороны вы сами.
Вот такое ощущение было перед 200-кой в 16 году. Ну и по ходу потом. Я еще себе придумал дополнительные солнца, давление с каждой стороны. То либо тренер, либо я сам себе. Иногда тренер вообще ничего не делал, я уже с двух сторон за него еще придумывать успевал. Поэтому у каждого свои проблемы. Каждый сам себе ставит якоря или наоборот убирает их. И как вы побеждаете своих демонов внутренних? Где-то смирялся, где-то принимал, где-то девушка, мама, там разные моменты. Как вас поддерживает мама и ваша девушка? Просто, ну, мама, не знаю, как это, по-матерински, как все переживают, заботится, говорит, верь в себя. Девушка вставляет мозги на место, когда надо иногда. Ну, она тоже так же переживает, любит заботиться, но иногда мозги начинает вставлять прям жестко, потому что мне по-другому не работает. Например, какими словами может вставить мозги, в каких ситуациях? Ну вот у меня был момент, я был очень перегружен, я вообще не проплыл, не помню, на каких основаниях, либо на тренировке я что-то какое-то ускорение, вообще не проплыл, я просто на месте был. Я такой, все, я понимаю, что там до Олимпиады там месяц или сколько, я не помню, я плыть не могу, я такой, все, хана, он говорит, так, давай успокойся, говорит, ты меня тут прекращай, он говорит, заливать вот это вот. Ты выиграешь и точка. Я другого варианта не знаю, не вижу. Все, давай. У тебя выбора нет не верить в это. Когда тебя просто человек не сомневается, и ты не можешь не сомневаться, когда тебе говорит ну, человек, который не сомневается в тебе. А сейчас у вас бывает такое, что вы думаете, что сейчас не получится? По Олимпиаде, конечно, такое было. Мне далеко вообще не все хорошо было по Олимпиаде, вообще не все прекрасно было. Да вы что, у меня перед 100 финалом было вообще все далеко не хорошо. Вот, даже с тренером много повзорили, на самом деле, так, перед финалом. Достаточно так сильно, я скажу. Ну, как-то обошлось. Может быть, и хорошо, что разгрузились. А что было нехорошо? А, Я не был готов выигрывать. Я был не в том положении, я был не в той модели для плавания, для спринта. Потому что, как бы сказать, то есть плавать 200 и 100 мне надо, ну, как бы для меня это небо и земля. Разница вот настолько, потому что для сотни я, грубо говоря, там ноги делаю так, руки делаю так, тело делаю так. Для 200 я делаю ноги так, тело так и руками так. Хотя выглядит вроде одинаково, но мышечное ощущение это совсем другое. Поэтому положение когда я был предварительный полуфинал, были для 200, не для 100. Ну, как бы, я думаю, многие были в шоке, потому что когда я плыл в полуфинале 52,8, и на следующее утро я просто прихожу и плыву 51,98, ну, секунду никто не скидывает, как правило. Как бы это там не был готов, но я его скинул именно технический момент. Я успел переключиться. О чем был спор с тренером перед финалом? Почему я не начал раньше времени готовиться к этому? Ну, там не спор, там скорее мне вставили, но меня просто все устраивало, мне все нравилось, а скорости не было, я не мог понять. Я потом это понял уже, когда я уже проплыл в полуфинале, потому что предварительным я вроде как сказал, что я не максимально плыл, а потом, когда в полуфинале я пытался добавить, а мне ничего не получилось, я понял, что я не в той модели. Естественно, мне как бы за это вставили, и ну, я как бы сказал, ну как бы хватит на меня сейчас, ну не в тот момент, когда на меня надо так гнать, потому что я и так эмоционально тоже себя съедаю, и так небольшой этот. Ну, он разрешился быстро, потому что ну, мы оба понимаем, что мы оба были на эмоциях, и потом все нормально сложилось. Давайте вернемся в финал 100-метровки. Вот финал, вы сказали, что перед этим у вас был спор, вы там изменили технику. С какими мыслями вы ходили? У меня не было мыслей, ничего не было. Это было идеальное состояние. Я выходил туда, я видел только дорожку бассейна, я ничего больше не видел. У меня не было ничего, ни мысли, ничего. У меня было
полное отречение, это вот, я говорю, это идеальное состояние. Это когда ты просто выходишь и видишь свою жертву. Все, ты больше ничего не видишь. Ты либо съешь, либо умрешь. Все. Ну, естественно, я бы там выжил, если бы там не все получилось бы, но состояние было именно такое. Жертва — это ваши соперники? Нет, жертва это олимпийское золото было. 25 лет не было золота у нашей страны. У вас было как-то на подкорке, что вы можете и хотите стать тем самым человеком, который... У меня это было в 20 лет в 16 году, а сейчас, ну, после того, что было перед сотней, мне было все равно, я просто хотел выйти и уничтожить, и все. Мне ничего больше не было. Я просто хотел сделать невозможное. Я, в принципе, это сделал. Когда пришло осознание, что вы сделали невозможное? Мне захотелось еще раз что-то сделать невозможное, и все. Ну вот, я выиграл, я понял, да, классно, и еще хочу. Вроде смешно, но тебе пришлось через это там пройти, через просто там все круги ада, все там медные трубы, там огни, воду. Такой думаешь, а еще хочу. Подумаешь, ненормально, а еще хочу. Зачем? Не знаю, еще хочу. Сложно ответить, это человеческий фактор непонятия никогда, когда ты думаешь, он Цезарь там столько завоевал, сделал, золотой век империи сделал, а еще хотел. Еще лучше хотел. Думаешь, куда? Дальше. Вы человек, который любит вызовы Да, перед собой я ставить. люблю доказывать на обратном. Мне все говорили, что я никогда не сделаю 100 и 200. Потому что 100 и 200 это разные дистанции. На самом деле, вот сейчас, еще 3 года, я уже не сделаю. Потому что уже здоровье не позволит. 25 лет это много для этого. А вот сейчас был тот период, когда это было идеально, надо было сделать, я сделал. Жень, вопрос про 25-летие. 25 лет, вам 25 Знаешь, лет такая дата исполняется? странная. Мне 25 лет и золота не было, мне 25 лет исполнилось. Да, вот я и хотела сказать, Совпадение, наверное, не знаю. я и хотела спросить про символичность. Вы вообще думали, что это Да, я символично? думал, что это какая-то мотоцикл. Мне потом исполнилось 25, я думаю, классно, все круто, но это цифры, они вроде символичные, а вроде пофигу. Ну, пофигу, ну, 25 лет не выиграли, ну и чё, сейчас выиграл. Молодец, молодец, все. Какая разница, если бы выиграл, кто-то в прошлой Олимпиаде выиграл, заслуга бы не особо не уменьшилась. Ты такой думаешь, блин, 25 лет никто не выиграл. Да и чё? Вот, а что бы изменилось, если бы в прошлой Олимпиаде было бы золото? Или я выиграл вот сейчас сотку. Вот что бы изменилось? Ну, ничего не изменилось. Ну, как бы нет. Формально изменилась дата. Да. А результат нет. Вот вся разница. Ну, я Но думаю, зато можно говорить красиво. Вот я выиграл через 25 лет на свое 25-летие. Да, это можно говорить. Это классно, это красиво, это круто. Я не спорю. Но я тот человек, который не обращает на это внимание. Мне пофигу. Потому что я это делал не ради того, чтобы 25 лет прошло и чтобы мне было 25 лет. Я это делал просто потому, что я этого хотел. а вы, кстати, смотрели в записи те игры, на которых Попов-то последний раз 25 лет назад и выиграл? Да, это я золото? видел их. Красиво был, да. Я помню, к нам Александр Попов приехал на тренировку. Все смотрели, ого, Александр Попов. Я знать не знал, кто это. Ну, не то, что знать, я знал. Да, он выиграл 4 золотых медали олимпийских. Молодец. Мне было все равно. Ну, у меня были свои какие-то цели, амбиции. Я просто тогда с ним пообщался, я удивлен был, насколько этот человек простой. И как бы он просто горел, ну, как бы в то время он просто горел этим. Поэтому все просто. Выигрывается тот, кто думает и хочет, и все. Ну, кто пашет, думает и хочет, потому что когда ты просто пашешь, тоже не получится. Надо понимать, куда направлять силы, чтобы это эффект был. Потому что просто пахать многие пахари, многие стараются, многие очень сильно желают, но
100% мало. Надо сделать больше, чем другие. Но ведь все хотят золота. Мерфи разве не хотел золота? Ну, Климент хотел. Колесников разве не хотел Ну, золота? хотел. Ну, видно, я сделал больше, чем они. Ну, скорее не видно, а это увидели. Мгм. Как бы я сделал больше, чем они. Я сделал больше моментов, даже вот просто так взять меня, Клима. Как бы Клим сделал выше скорость на полтиннике явно, у него скорость выше. Я на полтиннике воду срываю. Но я могу начать так, как он не может начать. То есть, если он начнет максимально, он прямо совсем остановится. А я начал настолько идеально, я начал 95% от максимальной силы и смог закончить. Хотя скорость у него на голову выше, а я 0,02 проиграл начало. Старт выше всех уровнем я сделал. Старт-выход. Первые 15 за мной, вторые 15 за мной. Я сделал больше. Ты, получается, все равно, чтобы выиграть. Математика, простая математика. Ну, как бы не то, что простая, алгебра, геометрия там сложно, но по сути это математика. Вот посчитать, кто сколько проплывет. Он сделает старт-выход за столько-то, проплывет, начнет за столько-то и вернется за столько-то. Да, там есть аспекты, то, что ты можешь попасть не в поворот, можешь попасть в старт, можешь попасть в то, можешь попасть в это, но для этого есть тренировки, чтобы этого не было. Я смотрю, пловцы любят математику. Антон Чепков все время там считает, как Говорит, а математику у вы меня считаете. каждая тренировка, я считаю каждые 50 метров или 25, если это четвертак. Я знаю, сколько мне надо ударов сделать на каждом четвертаке. Ну вот, чтобы я донырнул. 10 ударов. То есть на 200-ке, когда я плыву по длинной, я начинаю 8, 9, 10, 11. Все, у меня все просчитано. Шагов. Ну ладно, шаги я иногда не считаю, но так в среднем тоже математически я знаю, какое мне количество шагов. Начинаю я с 24, 25, 26 и уже максимальный темп там как получится. Последний полтинник. На Плавно. сотке 28 я начинаю и 32 заканчиваю. Насколько, скажем так, Климент, который там, ну, тренируется, соревнуется с вами, насколько, скажем так, помогает вашему результату, я не знаю, ну, классно, наверное, и тренироваться, видеть, что он достойный соперник, это как-то мотивирует, и плюс еще потом, я не знаю, на соревновании вместе стоять на пьедестале. Тут обоюдно острый нож. Ну, правда, мне это наоборот помогает, поэтому не буду ничего говорить по этому поводу, потому что тут есть момент ножа, то, что тебя может это сломать. То есть конкуренция может как тебя поднять, так и сломать. Но мне на самом деле помогает. Я, например, вот, надо хреначить еще больше. У меня все просто. Хочешь выиграть противника, который сильнее тебя, хреначить еще больше, чем все. Ну, он тоже этого придерживается, по нему видно. То есть его после каждого раза он еще больше тоже начинает. И мне приходится еще больше добавлять. И тут начинается вот этот момент игр. Он, например, человек, который любит пробивать максимально скорость, то есть он прям на основаниях может. Мне там нельзя где-то это делать, потому что у меня работа другая, то есть у меня по 200, мне нельзя так делать, и я экономлюсь больше. Там, например, на России было видно, когда он первый там предварительный полуфинале просто меня там вроде выигрывает, а в финале я его обогнал. То есть я где-то какие-то тактические моменты использую. Он чисто идет по там где-то природным данным лучше, выше, и ему это лучше использовать. Поэтому каждый использует свои фишки, свои природные моменты. То есть, естественно, у меня природный момент ногами. Ну, у меня запредельный. Я просто не могу ничего не делать, прийти в короткую воду и плыть, как мировые звезды. Ну, просто. Он так не может себе позволить. Ему в карате надо привыкать, ему потяжелее. Зато в длине комфортнее. Ну, и как бы я в длине не испытываю проблем, но, естественно, мне приятнее, грубо говоря, сидеть на том элементе, который мне просто сам по себе от природы дается и достался. Поэтому он, например, вот зато хорошо по воде разгоняется. У нас вот был, получается, после ASL длинная вода, не помню, что основания были, вот сейчас недавно, на карате, то есть я полтинник его прям там убираю на 4-5 десятых, а тут длина. И я первый четвертак выиграл у него,
А потом я не тренировался особо, а он уже плавал. Я там то поехал к Владимиру Владимировичу, там неделю сидел, не плавал, вообще ничего не делаю. И он объемы накатывает. И плюс он темповой очень. Я не могу такой темп поднять и держать мощность на этом темпе. Он может. И то есть первый четвертак я там со старта, там, который натренировал, выход, который у меня сильнее, я вам убираю его, четвертак, а потом он меня просто за второй четвертак догоняет и обгоняет. Ну, когда просто плыть без остановки. Потому что я начинаю, наоборот, медленнее плыть, потому что я устаю. Вот и каждый пользуется своими фишками. Ну, это я-то натренирую, я-то знаю, как это тренировать, я тренирую к этому. Ему это легче тренировать, поэтому... А мне что-то другое легче. Женя, вот вы сейчас рассказали тут в деталях про Климента. Вы так, в принципе, про каждого из своих соперников, Да? я имею в виду, что и зарубежных тоже, знаете, у кого что, Ну, какие Райан фишки? Мерфи, технический навык у него тоже намного слабее, чем у меня в плавании. Но он зато мышечной массы начинает это вытягивать. Он поднимает темп ниже, чем Климент, но он начинает мышечной массы тянуть очень сильно. Он тоже не сверхспринтер на полтиннике, он не может так держать. Но зато он комфортнее себя чувствует на сотне. То есть он может тоже начинать 95%, как я, он тоже это хорошо чувствует. Потом бахать назад. Но есть свои последствия такой большой мышечной массы. Если он по работе где-то не попадает, как вот в этом, скорее всего, году из того, что перенеслось, то у него цикличность у него хуже. То есть я могу каждые полгода заряжаться, а ему надо каждый год прям заряжаться. А вообще вы верите в удачу? В спорте важна удача? Вот вы говорите, надо работать там, да, кто больше хочет, кто больше работает, кто пашет. А удача? Есть место удачи-то? Знаете, такое выражение «везет тому, кому везет». Или там выражение «везет всегда сильнейшему». Мгм. Ты сильнейшим становишься как раз-таки из-за какой-то маленькой удачи, но вот эта удача, как правило, преследует того, кто к этой удаче тянется. Ну, то есть я все сделал, чтобы мне повезло. Да. Ну какие ощущения, когда вы, не знаю, первый раз стояли на пьедестале сотку, Да, когда на выиграли? пьедестале это ладно, уже стоишь, радуешься просто. Приятно, да, круто, эмоции, флаг, страна, правда, флага не было. Ну, все знали. А вот когда я выиграл непосредственно 100, вот это были, да, эмоции, вот это прям эйфория была. В спорте, на самом деле, у меня больше было отрицательных, нежели чем положительных эмоций. Намного больше. У меня и отрицательных, наверное, 90% из 100. Вот самое смешное, все таки думают, блин, у меня там это не получилось, блин, это то. Самое интересное, все мои лучшие прогрессы были после неудачи. Все мои лучшие прогрессы. Нет, я мотивационные моменты в Инстаграме, и я вот все-таки, вот знаете, думаю, зачем все эти мотивационные все равно там ничего полезного. Я все-таки научился. Вроде вот там читаешь какую-то информацию каждый день, хотя Инстаграм не совсем полезно. Хотя на самом деле Инстаграм полезная вещь. Интернет в принципе полезная вещь, просто если ты умеешь Ну, фильтровать нужно. фильтровать информацию, да. И вот полезное же сказано. Он говорит, ошибка– это лучший урок. Вот ты в жизни ничему лучше не научишься, чем через ошибку. Потому что ты наткнешься, ты ударишься, но ты поймешь сразу. Только есть момент такой плохой, что люди после ошибки, я неудачник, мне плохо, я ничего больше в этой жизни не сделал. Много так. Я на самом деле тоже так себе любил кресты ставить, как раз таки момент о том, что я говорил, Высокопарно? ирония, самопожирание. Я тоже вот это любил. Правда, я любил ставить крест на том, что мне не получится проплыть, а не на том, что я сдаюсь. А на том, что мне не получится проплыть, там выиграть что-то. Или улучшить результат. Но я все равно приходил на тренировку эту. Да, я там не получаю, но я все равно прихожу на эту тренировку. Я все равно туда приду. Я лучше, да, мне хреново, да, я себя накручиваю, да, у меня не получается ничего, но я лучше приду и попробую доделать это все. Даже вот мне бывало, я не понимаю, что не хочу прийти на тренировку, я просто там ненавижу. Но я не могу не сделать на 100% любое задание, даже если я не хочу этого. Вот я не хочу, типа, плыть это, но я все равно сделаю это на 100%.
Я не знаю, научили меня так, или это у меня вложено вот в моей, в генетике. Это упорство такое. Да, это может упорство такое, но вот оно есть. Не было дня, когда я не хотел бы просто вернуться поплавать. Вот, ты потерял школу. Что я потерял? Тусовки. А? Тусовки. Тусовки, гулянки, общение с девушками, там, там вот это разрад, там похоть, вот это все подряд, вот это. Да, потерял. Где-то хотелось, хотелось. Мечтал где-то об этом, мечтал. А потом такой мне, когда 21 год исполнился, такой, господи, слава богу, я этого ничего не видел. Просто, вот, ну, выпить, пить, ну, выпить, окей, выпить. Но я никогда не переносил, когда ты приходишь. Ну, у меня пару раз были, ну, появлялись возможности, когда я уж стал постарше пойти куда-то с друзьями. Там после каких-то именно стартов, там чемпионат мира, когда у меня там отдых. Господи, я оттуда уходил просто там через час. Я просто не понимал, когда люди просто вот так вот себя начинают закидывать нон-стопом. Я такой, я так сделал один раз, мне стало плохо. Я такой, нет, спасибо. Я говорю, сопоставимость радости и плохости на следующий день немножко не подходит. Мне вот вчера было не настолько хорошо, что мне плохо сегодня. Я не хочу это. Ну, как бы, то есть мне плохо вот так вот, хорошо мне вот так вот. И зачем мне вот это испытывать? Да и мне весело и без алкоголя. Ну, мне нечего глушить. Что еще? Как бы многие алкоголь пьют, потому что им надо просто заглушиться, отвлечься от работы или что-то. Мне, по крайней мере, может, и там не вредило, мне было больно, я себе там создавал проблемы, придумывал, но мне нравилось просто плавать. Вот мне скотина просто нравилось плавать. Да, мне как бы хреново от этого вида спорта уже не становилось. Мне это нравилось. Я туда после отдыха всегда хотел вернуться. И да, у меня были моменты, когда я просто забивал, ну, просто переставал общаться с людьми из-за плавания. Да, у меня были сложности в общении психологическом. И то я просто понял, почему у меня начались эти проблемы психологии общения. Я просто был не в своей компании. У меня были моменты, когда я думаю, что я не могу общаться с людьми. А эти люди, как раз таки, вот как вы перечислили, тусовки, гулянки, у них было вот это в голове. А когда я им приходил со своей головой плавания и пытался сказать там что-то, они говорят, ты что, братан, ты что нас жизни учишь? А я ничего не учил, я просто разговаривал с людьми. Но люди меня не понимали, я не понимал их. И когда у меня наконец сформировалось общение людей, которые думают, ну, наверное, не думает, как я, а просто думает, или там у них то, они там третье. И когда ты с людьми ты начинаешь слушать, вот он то-то, то-то, то-то сделал для того, чтобы то-то, то-то, то было, такое, круто. А я говорю, я вот то-то, то-то сделал для того, чтобы вот это было. И строится диалог у меня с ним. А когда у меня просто человек не хочет меня слушать, или бывали моменты, когда я с кем-то из спортсменов начинал говорить о плавании, он говорит, все, хватит, прекрати, я и так плаваю, я не хочу разговаривать о плавании. А у меня до паранойи доходит. Я вот только что отплавал тренировку, и я начинаю разговаривать об этой тренировке с парнем, что бы я мог сделать лучше или что у меня там не получилось. Многие из спортсменов так не могут, они не выдерживают этого, ну, психологически. А я настолько вот там, поэтому, может, еще результат есть. Жень, вот вы сказали, да, что последствия могут быть там от того, что вы плавали в детстве слишком много, там не Да, обращали внимания, последствия в дальнейшем. Какие еще могут быть, ну, последствия от вот профессионального? да, от профессионального у всех последствия. Ну, вот у меня просто элементарные уже, ну, нет, сейчас последствий нет, но вот у меня элементарно, мне неправильное положение тела для ходьбы. У меня подвернут таз вот здесь, он подвернут туда вовнутрь. Хотя у нас, вот, естественно, из-за этого у нас подвернут грудь. Мы ходим вот так вот, сутуло. Я думаю, пловцы должны вот так ходить. Ага, мы все вот так ходим. Говорит, почему вы так ходите? Я не помню, что я разговаривал. Вы что, не судультесь? Я говорю, это профессионализм. Он говорит, в смысле? Ну, я говорю, ну ты попробуй вот так в воде поплавать в таком положении. Я говорю, удобно будет? А в воде удобно, когда у тебя плечи сюда, и у тебя вот крутится лучше плечи вот сюда. Там, или то же самое на спине, в обратную сторону удобнее, когда вот тебя разворачиваться удобнее вот так, нежели чем вот так вот разворачиваться. Ну, как бы все удобнее. И это неприятно организму. И, естественно, в 40 лет, я думаю, ну, мне мой позвоночник и мои мышцы мне скажут, не скажут мне спасибо за это. Ну, естественно, я тот человек, по крайней мере, знаю, как это, грубо говоря, после того, как я закончу, как это выравнивать, как это все делать. И у меня будет подстраховка, поэтому лет 50, я надеюсь, у меня не там, поясница мне не скажет «до свидания».
А вы сейчас на сколько лет себя ощущаете? Честно, наверное, лет уже на 40. Тут такой уже мужик, который вроде я уже, ну, все сделал, но по факту я уже все сделал в своей жизни. Ну, не все там, типа, не посадил дерево, не родил ребенка, там, не построил дом. Это, ну, это общепринятый просто принцип. Это когда вот ты смотришь в Инстаграм и смотришь, о, звезды как живут. Ты такой, надо так жить. Да ни хрена так не надо жить. Живи как хочешь, ну, как бы не мешай только людям, там, не убивай их, там, не стреляй ни в кого, там, и не сходи с ума, там, не пытайся кому-то разнести квартиру, машину, там, ну, образно. Просто Мгм. а, не надо выглядеть, как все остальные. Ну, нравится тебе всегда в черном ходить? Ходи. Нравится тебе фиолетовым всегда ходить? Ходи. Нравится красить волосы, там, в пердепердовый цвет какой-то? Крась. Просто не мешай это людям. Как бы это вопрос того, как я не помню, кто там сказал, кто-то сказал, кайфуй. Он говорит, ну если ты будешь кайфовать, ты будешь кому-то мешать. И он сказал, а? Не-не-не, ну А, что на самом деле, если вы получаете удовольствие, вы как бы ну никому не да, мешаете. кайфуй от жизни. Он говорит, ну ты же иногда, когда будешь кайфовать от жизни, ты будешь кому-то мешать. Ну типа причинять вред. Он говорит, ну неосознанно, ну, специально не причиняй. Потому что иногда, вот, ну я понимаю, что я кого-то бешу просто от того, что я есть. Вот такой, какой я есть. От того, что я там, хреначил нон-стопом, выиграл Олимпиаду, там что-то. Вот многие люди меня будут за это ненавидеть просто. Почему? Не знаю, но будут ненавидеть. Кто-то будет обожать, кто-то будет ненавидеть. Мир такой, какой он есть. А вот помимо плавания, какие у вас еще интересы? Видеоигры, котики? Видеоигры, котики, девушка. Ну, в смысле, на самом деле с девушкой очень много времени провожу. Это на самом деле такая... То есть, когда я только просто плавал и жил там, с мамой один, ну, было скучновато. Там, бывало, вот видеоигры, да, спасали, но вот когда с девушкой, это вот такой, на самом деле, новшество мира, такое веселье. Я вот вроде такой, мне говорят, через год надоест. Вообще не надоело. Просто ни капельки. Я не знаю, как это может. Я уезжаю на сбор, мы каждый день по 3 часа разговариваем. По 4, по 2 там. Ну да, можем иногда не разговаривать, мы можем 4 часа смотреть какие-то непонятные видео, но я с ней смотрю, я не могу смотреть один. Там, может, я нашел такого своего человека. Жень, какие качества в вашей девушке вы цените больше всего? Но если вы хотите узнать, почему я люблю, наверное, я никогда не отвечу на этот вопрос. А что мне не нравится, какие качества? Знаете, э, наверное, я еще не дошел до того момента, когда мне нет качеств, которые мне не нравятся. То есть она где-то сумасшедшая и ведет себя неадекватно? Да, мне это нравится. А знаешь, я такой же придурочный. Ну, завести 7 котов, ну подумаешь, ну совсем с ума сошел. Я согласен. Окей, нравится. Коты нравятся. Жень, откуда любовь к котикам? Почему Да, их 7? ниоткуда с детства было, просто любил котов больше и все. Но вам нравятся собаки? Я кошатник. О, прекрасно, мой человек. Ну, собаки-то просто нравятся, нет? Вообще, да, Собачки да, классные, да, да, у да, моей да. мамы собачка. Мне тоже нравятся собачки, веселые существа, классные. Нравятся собаки, хорошие существа. Там еще много разных животных тоже нравится. Попугаев видел, там еще. Все прикольно, все классно. Ну, коты это... Вы знаете, вот почему в Древнем Египте котам поклонялись как богам, ну, царям? А как к ним еще относиться? Я не знаю. Ну, это реально бог. Вот, вот, вот он ходит, вот он классный. Он просто к тебе пришел, и ты все, вау, он пришел ко мне. Ты с ума сходишь. Был такой момент, это летом было, сейчас, по-моему, после Олимпиады или, может, до, я не помню. Ну, короче, тепло уже было. Суть в том, что тепло было. И мы открываем балкон. Девушка открыла балкон, и тут что-то то ли становится прохладно, то ли наоборот становится жарко от солнца. И она решила закрыть балкон. Мы что-то дальше делаем, а что-то я тоже слышал какие-то звуки, но не обращал особо внимания на них, что-то делал, а потом, понимаю, девушка такая говорит, что-то я что-то слышу. Я говорю, что?
Не знаю, а у него слух лучше, чем у меня. Я вижу лучше дальше, а она слышит намного. Тебе не кажется, чего-то не хватает? Я говорю, да нет, все вроде нормально. Она такая, папа, что-то происходит. А потом мы такие, ну, замолчали, там слышит, вот так кто-то скребется. Что происходит? Она подбегает к балкону, а там наш мэнчик, самый старший, так, откройте, пожалуйста. Она такая, я говорю, блин, я кота на балконе закрыл. Я такая, молодец. А потом она снова что-то кота. У нас Мэйн любит, у нас немного противный, ну не противный, а ест он именно, мы покупаем такие сладости для котов, они деревенские сладости называются, они вот в таких упаковках, где она выдавливается, Ага. она еще с таурином. И он ест именно, когда ему сверху помажешь на корм, и мы ему отводим в ванну, и он там ест. И она его потом снова закрыла. То есть буквально через какое-то время она его снова там закрыла. Ой, и она такая, опять кота закрыла. А он уже сообразил, что надо кричать и бить по двери. Я такой хожу. А она же слышит лучше. Она такая, Жень, ой, Евгеш, да, а где Мэйн? Такой, блин, понял. Иду к двери, такой, да, в ванне, раз выходи, и он такой, идет. Причем Мэйн, он самый здоровый такой, ну не самый здоровый, он самый старший, он выглядит так красиво, знаете, у него еще манишка вот тут такая, он прям как клевый иногда вот так лежит. И такой, и когда он начинает такой, писклявый свой, такой, я такой, блин, Мэйн, ну не подходит тебе этот голос. Он такой, прям такой кричит, ну, он иногда внимание хочет, и он начинает. Писклявый, у меня не получается изобразить этот писклявый голос, и это прям, ой. А Мэйн — это тот кот, который смотрит, или перед стартами он как-то особое волнение испытывает. Вы рассказывали Да, в по-моему, интервью. самый, да, он больше всех это, по-моему, чувствует, не помню. У нас еще есть рыжа, это вообще отдельная история. Это мы после России, когда в апреле мы отбирались, я заказал 2 веслоушек, брату и сестру, один рыжий, другая черная. Один рыжий, другая черная, именно девочка черная. Вот он был вот меньше моей ладошки, вот таким. И причем они, веслоухи, не настолько большие. Эта тварь сейчас весит 4500. Вот он вот. Там скажу, вот это сравнение сейчас будет. Вот, смотрите, вот это рыжик, видите, на камере, да? А это он сейчас. Понимаете масштаб происходящей проблемы? Вот эту тварь мне придется кормить. Ой, ладно, давайте, да, будем заканчивать. Жень, что с Парижем 2024? Ну, я там Думаете? Я хочу там быть, хочу постараться еще выиграть. Я не буду обещать, но на медаль золотую я еще хочу пойти. Потому что в жизни всякое может быть. Я на самом деле со своей девушкой понял, что вот я раньше думал, что вот как это, знаете, мнение не меняется. Меняется еще как. Вот так вот. Я говорил, что мне не нравится, что на девушке татуировки. Моей девушке, по-моему, 11 татуировок. Ну, причем, нет, там в основном они как маленькие, поэтому их так накопилось. Но по факту мне вообще очень нравится, как это выглядит. Вот прям вот я в восторге, вот прям красиво. Ну вот коротко о том, что, типа, говорит, люди не меняются. Меняются еще как. Все меняются. От обстоятельств, вот, от жизни меняются, пипец. Все меняется. Мир меняется, ты меняешься. Ну и последний вопрос. Главное пожелание самому себе. Хренач. А, нет, я передумал, что я хочу себе пожелать. Ну давайте запишем. Желаете. Хреначи кайфуй. Хорошо. Забыл по второе слово, да. Это важно, да. Да.